роутер для ниндзя, сказал бы я. Знаете почему? Потому что очень острые углы такие, знаете, что аж порезаться можно. На самом деле это RT BE3600E. Это роутер от Asus, новенький Wi-Fi 7, двухдиапазонный. И я бы отнес его к классу, который служит для развертывания AI Mesh сетей от Asus. И в принципе, я вам скажу, что самое интересное здесь есть IoT-сеть, которая хорошо подходит для реализации устройства умного дома. Подключение устройства умного дома, она более защищена, она изолирована. И здесь это, знаете, я вот по дизайну, ну напишите, какой дизайн напоминает. Мне напоминает RT55, RT57, которые были, да, RTX 55, RTX 57. Просто здесь она чуть-чуть, эта панель вышла вверх. Это Wi-Fi 7 роутер, достаточно интересный. 2,5 гигабитный LAN порты, USB нет. Но вот как он позиционируется? Позиционируется как конкретно роутер для большого покрытия в реализации mesh-сетей. Хотя, в принципе, опять же, умный дом здесь недалеко от него, скажем так, ушел. Сейчас идем, распаковываем, подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылочки в описании под видео на этот роутер, на проверенных продавцов. И там же уже будем тестировать и делать выводы. Переходим. Asus BE3600. Новиночка, честно вам скажу, VPN, 2,5 гигабита, 3 года гарантии. Wi-Fi 7, кстати, с индексом скорости B3600. Но это модель RT BE3600E. Давайте, что тут? Тут больше ничего нам интересного, в принципе, кроме того, что есть приложение. Но это мы уже потом с вами посмотрим отдельно. Ага, открываем. Честно вам скажу, вскрыл, убрал все пакетики, чтобы не бликовало вам. 18-ваттный адаптер. Обыкновенный 18 Вт. Есть у нас вот такой вот пачков. Сам по себе роутер. Сразу говорю, роутер острый. Вот эти панели, они очень-очень острые. Прям, знаете, вот можно даже, я думаю, пораниться, если очень как-то сильно удариться. Но это мелочь. Это я, конечно, придираюсь. Хотя очень сильно мне напоминает дизайн AX серии старой 55-57. Вот очень прям чуть-чуть чем-то. Там Wi-Fi 7 здесь такой красиво сделано. Пропилы для охлаждения боковые. Снизу полностью весь в диффузорах. То есть ее можно подвесить. 4 порта, 3 из них LAN, 1 WAN. И есть кнопка Reset и WPS. Антенны поворотные. Смотрите. То есть можно таким образом. Больше ничего. Ну, они даже тут фиксируются в разных положениях. То есть, если вы подвесили, вы можете себе там выставить каким-то там образом. Ребят, настраиваем, переходим, тестируем. Да-да-да, увидели распаковку, он у нас уже подключен. Давайте посмотрим хайлайты, ну, вообще ссылки в описании под видео. И здесь вот есть основные характеристики. Это то, что у нас общая, тотальная BE3600, это индекс скорости, то есть 2882 в 5 ГГц в стандарте 802.11BE и 688 мегабит тотальная суммарная скорость всех устройств возможная в 2.4 в 802.11BE. Формула MIMO 2x2 на каждый из диапазонов, 4-ядерный процессор, 128 мегабайт флеш, 256 оперативной памяти с поддержкой FDMA, 160 МГц и заявлено 2,5 гигабита WAN и 3 гигабитных LAN. Ладно, больше тут нам ничего не пишут, кроме того, что он поддерживает VPN, но это мы все сейчас увидим в самом интерфейсе. И есть поддержка IPTV. Хорошо. Из хайлайтов: Wi-Fi для умного дома. Есть возможность поднять сеть IoT. Мультилинк поддерживается. Ну и, конечно же, 4К аккаунт. Так, и тут же у нас MLO и технология iMesh вместе дают стабильную работу и большое покрытие 185 метров квадратных. Но здесь говорится у нас при размещении его в центре нормальном, а мы сейчас покрытие с вами проверим. Легкость расширения беспроводной сети, функциональное решение, это все понятно. Интерфейсы мы с вами уже видели на распаковке. И 2,5 гигабит WAN. Да, есть у нас помощник обыкновенный Asus роутер. Детская сеть, сеть VPN. Я думаю, нам нужно уже переходить его, начинать тестировать. Ничего пока что нам нового, чего мы до этого не узнали, не показали. Сам по себе мониторинг состояния роутера у нас есть на карте сети. Есть, конечно же, iMesh, вот такой вот интерфейс управления, где мы можем подсоединять устройство, делать его главным, сопутствующим. Но я вот этот роутер взял себе в пару к BE9400, то есть к TAF. Именно для него в паре. По самой сети. И давайте, наверное, вот сейчас... Вот наша сеть поднялась. Давайте сразу тестировать. Ну, вот есть у нас главная сеть и 5 ГГц сеть, поддержка 5 ГГц, режим Wi-Fi 7.
Поддержка WPA3 персонального есть. Можно включать фильтрацию MAC-адресов и посмотреть клиенты. Слушайте, начинаем конкретно с тестов 5 ГГц. Вот, пожалуйста, наш 5 ГГц. Скорость сети у нас 2,8 было, 2,4, то есть нормально, короче. Давайте стартуем. Это вблизи роутера, он у нас показывает. Я чудес от него не ожидал, но был приятно удивлен, что даже такой маленький роутер, у нас базовый роутер дает 1,3 в среднем показатель скорости на загрузку, 1270 на загрузку, и на выгрузку даже больше пошел, 1,4 гигабита, 1,6 в пике, то есть 1,6 гигабит для данного роутера это не такие уж и высокие скорости. И это у нас проверка, по сути, на WAN 2,5 гигабита, то есть он здесь честный, и на Wi-Fi 5 ГГц. Давайте еще раз попробуем грубо говоря, для стабильности теста. Здесь даже пошло выше, 1380, 1390, фактически 1,4 на загрузку, как мы видим. И давайте на выгрузку пошло сразу же набирать 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, все, и на загрузку 1385. Смотрите, у нас есть вот такой вот план нашего помещения. Это была точка 1 замер. Точка 2 замер сейчас проводим, это наш склад, и это сложно конфигурационное через двойные двери и изгиб. У нас дает сейчас, сейчас мы посмотрим, сколько он на выгрузку даст, достучиться до роутера, но приблизительно около 1 гигабита он спокойно тянет у нас 5 ГГц. Это хороший показатель для такого типа роутера. То есть это не огромный роутер там, с FM-усилителями, нет, это конкретный роутер для расширения. То есть если мы поставим его как меш-точку в этой точке, а там, допустим, в третьей точке поставим основную, то это будет просто идеальная 780 на 939. Переходим в третью точку. Здесь будет немножко проще. Здесь есть прямое сообщение у нас стена кирпич, не капитальная, не бетон. И 1300 на загрузку. Смотрим. И 1000, ну-ка давай, покажи нам, где-то 1200-1300 на выгрузку. Нет, 1100-1200 средняя. Это хорошо, это хорошо. То есть роутер не показал заоблачных высот, но показал стабильно средние хорошие результаты. Как вам? По мне так неплохо, да, за его цену и возможность использования как extendable роутер для Wi-Fi сети, mesh сети, то вот очень даже неплохо. Давайте Wi-Fi 2,4 ГГц. Мы сейчас подключены именно конкретно к нему, 2,4, и поехали тестировать. Стартуем. Wi-Fi 2.4 показал среднестатистический результат. В среднем 90-100 мегабит, что при тарифах, которые обычно используют у нас в доме 100 мегабитных, да, то есть такие роутеры не покупают для очень крутых там каких-то решений, да, то этот роутер показал там 191 на 140, на 130, на 150 в пике, то, что мы видим на замерах скорости. Сейчас мы проверим еще покрытие 2.4. В точке 1 91,5 на 112. Во второй точке мы с вами замеряем 2,4, получаем чуть больше 60-70% от базового значения на загрузку. Это вполне вкладывается в наши нормы тестирования роутеров. То есть это среднестатистический Wi-Fi 7 двухдиапазонник, который действительно, опять же, повторюсь, подходит для хорошего развертывания сети AI Mesh. Mesh-сетей от Asus. То есть 70 мегабит на загрузку. И сейчас посмотрим на выгрузку. 36. При тестировании в третьей точке он показал абсолютно ожидаемые результаты. Кстати, 2.4 для нас это уже диапазон, где мы обычно используем какие-то устройства умного дома и тому подобное. То есть мы особо уже не полагаемся здесь на основной источник мультимедиа контента и большого объема обмена данными. Нет. То есть, хотя здесь показал 92 мегабита на загрузку и 120-100 в пике мы видели. И падение у нас до 30-40 мегабит на выгрузку. Это тоже вкладывается в среднестатистические показатели нашего тестирования. Ну, как мы посмотрели, тесты. Конечно же, скоростей и покрытия. Давайте так. Есть у нас у нас есть родительский контроль. А насколько у нас есть AdGuard? Хорошо. Это тоже хорошо. Можно включить AdGuard. DNS. В родительском контроле что у нас есть? Фильтрация MAC-адресов и включить блокировка... Кого? Что я включил? Блокировку всех устройств. Зачем я это сделал? Не-не-не. Это мы должны выключить блокировку всех устройств. То есть, есть базовый родительский контроль. Это не расширенный родительский контроль.
контроль, как в более дорогих версиях Asus роутеров. Есть стандартные функции QoS, это приоритизация интернет-соединения. И в разделе беспроводной сети мы можем с вами посмотреть, что у нас 2.4 работает 20-40 миксованный режим МГц, 20 или 40 отдельный. А в 5 ГГц можно включить 160 МГц поддержку, каналы от 36 до 140, включая DFS, и каналы в 2.4 у нас от 1 до 13 абсолютно все стандартно. Также у нас есть профессиональные настройки, где мы можем более профессионально строить каждый из диапазонов, и мультилинк. Да, мультилинк работает, объединяет 2.4 и 5 ГГц не просто в одну сеть, там где будет переключаться, а именно в одну ширококанальную сеть. По локальной сети. Сейчас вы видите, как мы тестируем просто-напросто LAN-порты. 1000 мегабит выдают спокойно, без напряга, без просадок. Графики абсолютно ровные. И что я вам скажу. 2,5 гигабит порт мы протестировали уже, когда тестировали Wi-Fi. То есть он действительно поддерживает 2,5 гигабита. Гигабитный LAN отлично отрабатывает 978 на 950, 70, 989, 923. Да, тут тоже у нас особых каких-то нет замечаний. То есть все отлично отработало. На 948. В самой настройке локальной сети есть DHCP сервер обыкновенный, маршрутизация и IPTV, конечно же, поддержка IPTV. Ну и плюс в управлении коммутатором есть Jumbo Frame, и в Jumbo Frame можно включать и ускорение NAT. В разделе интернет все как обычно. Поддержка автоматики, статики IP, PPPoE, PPTP, L2TP, настройки DNS серверов. Кстати, по DNS серверам, мне интересно, что у нас тут поддерживается. И AdGuard, и DNS for EU, и давайте, что у нас тут? Google, Clean Browsing, Control-D, DNS for EU. Опять же, слушайте, хороший набор достаточно нормальных фильтрованных DNS. Есть поддержка двойного WAN. Можно подключить именно два WAN. Один Ethernet, другой простой. То есть вы можете выбрать, какой из портов будет вторым WAN. И можете подключить как отказоустойчивость, либо балансировка нагрузки. То есть он поддержит подключение двух провайдеров. Хорошо. Переключатель портов, переадресация, демилитаризованные зоны, DNS и NAS по true. Достаточно стандартные опции даже для такого именно среднебюджетного роутера Asus. IPv6 поддержка VPN, конечно же, куда без него Asus в 2026 году, PPTP, OpenVPN, IPsec и WiredGuard. Есть VPN Fusion поддержка и, конечно же, Instant Guard. Вот, пожалуйста. Есть базовый brandmalware, который достаточно нормально от DDoS он вас защитит. Абсолютно. Вы можете фильтровать URL-адреса, фильтр ключевых слов и фильтр сетевых служб. Тоже, кстати, по расписанию может работать. В администрировании вы можете выбирать режим работы. Это беспроводной роутер, режим точки доступа, режим повторителя, медиабриджа и узел iMesh. О чем идет речь? Его можно как WISP использовать, то есть через Wireless Internet Service Provider, на медиабридж, когда два роутера через Wi-Fi соединяются. То есть это классная тема на самом-то деле. Есть системные настройки, самые обыкновенные обновления, управление настройками, просто сохранение, восстановление, обратная связь, политика и есть системный журнал. Сетевые утилиты — это более тонкие моменты, где вы можете пинговать, трейсроутить, NS-лукапить. Это уже более такие сисадминовские функции, базовые, конечно же, но они тоже присутствуют и поддерживают роутер Wake on LAN. Слушайте, нет USB, нет, допустим, каких-то особо игровых функций здесь вообще. Я сразу вам делаю, скажем так, свое резюме. Роутер вышел, я думаю, удачный для разворачивания iMesh сетей. Это конкретно классная точка. Да, для небольших квартир его можно использовать как одиночный роутер, без каких-либо вопросов. Обычно такие роутеры, не нагруженные какими-то особыми функциями, они работают стабильно, долго. И я думаю, что для меня это преемник какой-то X55, X57 по... знаете, очень напоминает мне. Очень напоминает, только не U-серия простых, да, то есть очень напоминает, поэтому, я думаю, имеет право на жизнь. Я могу рекомендовать такой роутер. Я не заметил каких-то особых огромных проблем у него. Все я вам честно показал. Покрытие, вы должны понимать, что это не гигантский роутер, без каких-то мега-суперовых там космических фэм-усилителей. Да, чудес ожидать не стоит. Но то, что этот стандартный роутер стоит своих денег, скажем так, я полностью уверен. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.